Дорогие мои, здравствуйте! Вы на канале Твой мир. Меня зовут Наталья. Давайте сегодня посмотрим с вами Таро расклад для знака зодиака Телец на февраль месяц. Посмотрим первую, вторую декаду, третью декаду месяца. Посмотрим, что вас ожидает. Дорогие тельцы, настройтесь, а мы начинаем. Первая декада для Тельца. Тельцы, в первой декаде месяца у вас, у многих, знаете, как здесь разыграются какие-то чувственные отношения. Если вы мужчина, то для вас окажется женщина старше вас по возрасту, да, и вы будете счастливы в этом партнерстве. Если вы женщина, то для вас это будет молодой человек, который младше вас. Либо вы можете быть ровесниками и в той, и в другой ситуации, но интеллектуально вы все равно будете разными. Здесь женщина такая, она, знаете, она очень мудрая, она очень умная, у нее большой опыт за плечами. Она, знаете, как она проверяет каждый шаг, она доверяет своей интуиции, у нее очень большой опыт, я еще раз говорю о том, что она знает, как нужно вести себя в отношениях, в бизнесе. То есть это человек такой стратег, который очень редко ошибается. Мужчина же напротив, он такой очень страстный, он очень эмоциональный, он подвержен эмоциям, он скрывает вот эту свою ранимость, понимаете, он живет в некой своей правде, но он настолько чувственный, он настолько привлекательный, настолько с ним гармоничная обстановка, настолько с ним гармоничные отношения в плане эмоций, что вполне возможно такой контент, и вы будете праздновать свою победу, да, вы в некий момент, ну, то есть успешные отношения будут в первой декаде для тех, кто вот в таких отношениях является. Кто не является в таких отношениях, да, не есть на сегодня такие отношения у вас, здесь смотрите, здесь может быть, что женщина, вот эта, которая очень такая мудрая и знающая, она вам может помочь одержать победу в неком таком даже спорном вопросе, да, который вам нужно было решить, проявить. И здесь она вам может помочь в этом вопросе и решить этот вопрос как-то, ну я не знаю, так очень тонкими какими-то гранями, да, славировать эту ситуацию, что вы просто останетесь в выигрыше и будете очень довольны. Но здесь ключевой момент как бы идет вот на вас, что вы закроете какой-то свой решающий вопрос. Такая вот первая декада для вас, тельцы. Давайте смотреть вторую декаду месяца. Вторая декада месяца. Вторая декада месяца. Смотрите, здесь идет какое-то новое начинание. Вы будете что-то планировать, вкладывать куда-то, да, свои деньги, свое время, свой ресурс. При всем том, вы уже понимаете, что вы устали ждать, вы устали очень долго сидеть на одном месте, да, вам надо начинать что-то новое, вам нужно куда-то двигаться. И причем, знаете, у вас такая соблазнительная будет перспектива, да, соблазнительное такое предложение, которое потребует некой скорости, очень быстро принять это решение. И вам захочется, понимаете, вы загоритесь этой идеей, вы загоритесь, просто вот глаза будут гореть, вот все, я это хочу, я это начинаю, я это делаю. И здесь, смотрите, вы можете получить с этого неплохой денежный доход, потому что карта дьявола, она еще отвечает за финансы, понимаете? Здесь как бы такой спектр очень широкий, и здесь, вкладываясь вот в это новое начало, тельцы, да, вы вполне можете, ну, далее в последующем очень хорошо выиграть, скажем так, получить какой-то свой куш. Давайте посмотрим третью декаду месяца февраля для вас, что вам обещает. Ну, смотрите, в третьей декаде, сейчас еще доложу карту, чтобы было яснее. В третьей декаде месяца у вас идет какое-то быстрое принятие решения. Возможно, вот эта ваша перспектива, да, которую вы, новое начинание, которое вы начинали во второй декаде месяца, в третьей декаде месяца она начнет развиваться стремительно, очень быстро. Она очень быстро наберет обороты, да, то есть, смотрите, здесь я говорила о том, что в
вполне велика вероятность того, что вы заработаете много денег на этом. Во всяком случае, вы получите вот свое вот это удовольствие, свой кураж, который вы хотели обрести, получить, занимаясь вот этим вот каким-то новым проектом или новым делом, новыми отношениями, неважно, это может быть что угодно. И здесь, понимаете, это начнет набирать очень стремительные интересы. Очень стремительные, очень быстро начнут развиваться события, которые будут играть только вам во благо. Здесь карта мира, она говорит еще о том, что вы можете получить гораздо больше, чем вы даже себе планировали. То есть вот такие вот перспективы у вас. Но здесь по карте мира тоже, знаете, как вот все сразу с неба не свалится, да. Здесь какой-то определенный этап все-таки вам придется пройти. Здесь вам придется пройти какие-то больные точки. И семерка мечей, она нам об этом говорит, что здесь, возможно, вам через какой-то обман придется пройти, через какое-то предательство, понимаете. Вот, ну, такой нелегкий путь, скажем так, будет, но это будет очень быстро. Рыцарь мечей — это все-таки карта скорости. И знаете, такой скорости, когда тебе некогда опускать руки, у тебя вот просто все горит, тебе надо двигаться вперед. И вот здесь я же говорю, что вы выходите в эту карту мира, которая ну просто покроет все ваши расходы, все ваши затраты. Вы просто получите колоссальное удовольствие от того, чем вы занимались, к чему вы пришли, несмотря даже на то, что какие вы будете... какие вы будете нести потери, да, какое-то разочарование или еще что-то. Поэтому здесь карты такие говорят сами за себя. Давайте посмотрим карта совета, что для вас она говорит. Вы знаете, для вас карта совета выпадает пятерка пентаклей. И эта карта говорит о том, что... Знаете, как хочется сказать, не проси больше, чем положено, понимаете? Вот здесь какая-то нехватка постоянная, да, какая-то потеря, какое-то что-то. И вы вот этим очень недовольны. И вот здесь на совет эта карта вам идет, она говорит о том, что, ну знаете как, вот есть цель, да, ну вот и держись, придерживайся вот этих маршрутов, придерживайся вот этих каких-то цифр, таблиц, я не знаю, у каждого же своя цель, да, или есть там определенная задумка в партнерстве, вот придерживайся этого идеала. То есть, понимаете, здесь еще дьявол — это соблазн, это вот такая тонкая грань, что когда у вас есть, а вы хотите больше, вот здесь велика вероятность попасть не за ту черту, понимаете, и вот когда... Вот норма вот здесь вот по этой карте, вот она об этом и говорит, что будь в норме, да, довольствуйся нормой, знай вот меру, что ли, да, будь вот не то, что благодарен за то, что есть, да, а на данном этапе пока не заглядывайся на большее, потому что есть соблазн туда пойти. И просто там уже могут такие виражи начаться, что просто вы, дорогие тельцы, ну знаете, может быть, даже не каждый справится с этим. Поэтому для того, чтобы выйти в гармоничный механизм всего вот этого, да, вам нужно просто знать меру, причем во всем, понимаете, какого бы проекта это ни касалось, какое бы дело это ни затронуло. И здесь вам нужна во всем мера для того, чтобы вы вышли в свою карту мира, получили свое желаемое в гораздо большем объеме, чем вообще планировалось, понимаете, и здесь... Вот только благодаря тому, что вы будете соблюдать вот этот баланс. Еще такой момент, что здесь вам, понимаете, как оставаясь вот в этой норме, да, оставаясь в этой мере, вам сама Вселенная принесет вот эти дары. Понимаете, здесь, я же еще раз повторюсь, очень тонкая грань между дьяволом и картой мира, понимаете? Поэтому, чтобы не впасть в какую-то зависимость, это вот, знаете, вот мне почему-то сейчас идет такая информация, когда получили, вот сыграли в автоматы, да, получили выигрыш, ну и уходи с этим выигрышем. Нет, идет вот это вот накатанное, а еще сыграю, а вдруг выиграю больше. И здесь, понимаете, показывается о том, что вам судьба дает эти блага, но дьявол рядом, он искушает. И здесь вот, чтобы не попасть в эти обманы, да,
и прочие передряги, выйти вообще в свою прекрасную карту мира, соблюдайте, пожалуйста, меру. Вот такой расклад у меня получился для Тельца на февраль 2023 года. Дорогие Тельцы, желаю вам всего классного, позитивного, прекрасного настроения, счастья в каждом дне. Обнимаю, до новых видео. Ваша Наталья.